Друзья, в курс, на связи Влади Корс. Сегодня будет долгожданный ролик с города-призрак под названием Бади. Дело в том, что я месяц назад обещал в своем телеграм-канале, кто не подписан, ссылочка в описании, а также будет здесь QR-код. Я пообещал своим подписчикам то, что съезжу в этот прекрасный город-призрак, который уже как больше 1,5 века заброшен, ну, около 150 лет. Вот. И сниму им долгожданный ролик. Поэтому сегодня будет очень крутой вообще выпуск про этот город. Мы запечатлим там интересные какие-то моменты, посмотрим вообще, как он располагается. Кстати, мы едем с Лос-Анджелеса сейчас как раз до этого города, то есть примерно расстояние туда 400 миль. Вот. Находимся мы сейчас, не знаю где. Что это за место? Что это за место, оператор? Ты знаешь? О, это горы. В общем, тут такие красивые виды, да, склоны, горы. Сейчас у нас время 7 часов утра, рассвет, красивые виды. Можно наблюдать тут поле, очень коршуны, кстати, где-то летают, орлы, в общем, какие-то звуки. В общем, ребят, в двух словах, сегодня будет интересный выпуск, поэтому поддержите мой канал подпиской, лайком, колокольчиком, проставьте комментарий, прожимайте этот лайк. Вот. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там вся информация, которая не касается YouTube, она выходит там. Поэтому поддержите мой телеграм-канал. Ну все, а теперь let's go, поехали. В общем, решил вам такое место показать. Здесь какой-то бар интересный. Заброшенный. Что здесь написано? Дан Дикмен, 15-й год. Заехали просто перекусить, заведение ищем. Здесь какой-то бар заброшенный. В теннисе мне очень нравится теннис. Я люблю, чтобы работник был как хороший работник. Интересно. Вот этот рестик. Best Burgers in Town. Лучшие бургеры в городке. Ну, проверим, лучше они или нет. Вроде неплохая обстановочка такая. Тоже, смотри, олдскульные варианты. Ну да. Hi. О, мест. Where you can go? Yeah. Прикольно, thanks. прикольно. Сейчас такие сразу подумают, блогеры пришли. Мы не первые, не последние. Прикольное заведение. Похоже, оно олдскульное. Ты прям вписываешься в этот олдскульный, тебе только очки еще снять. Вот эти мои очки, вот, ну поменяй вот очки. Типичный американец просто. Реально, ты американец чисто вылитый, военный. Ну, я уже видео снимал, в принципе, весь ресторан уже обснимал, потом спросил, можно ли сделать фотографию. Это да. Блин, жутко вообще. Напишите, кстати, в комментариях, как вам вообще это кафе, ну, ресторан. На типичный американский похож или нет? Понял. В общем, цены тут, конечно, да. Я 5. бургеров не вижу. Может, брейкфаст возьмем? У нас же сейчас типа завтрак должен быть. Ну тут яйца в основном. Как это? Яйца, это белок. Белок, в общем. Видишь, у них есть и specials, вот приходит, интересно. Спешл, типа специальные блюда какие-то, да? Да. Это вот, я так понимаю, цены, да? Или это страница? Да. Чего, блядь? Я фигу знаю. Может, у них все по-американски. Beverage, кстати, да. Ну, из напитков я не знаю, что. Цены вообще приятные. $10, $16, 13. В целом нормально. В общем, принесли вот такие вот нам блюда, правильно, да? Вроде как. Блюдо, да. Блюда. В общем, это что, у тебя панкейки, получается, бекончик? Панкейки, бекончик. Панки. А еще кленовый сироп, яичко. Ух. И это то ли мороженое, то ли крем, я не понимаю. Ням-ням-ням. Объедение. Что, у меня, в общем, тут какая-то кукуруза, мясо, я так понимаю, стейки, лучок. Такой настоящая еда Дикого Запада. Да, дикий Вест. Еще из напитков еще тут, да. У меня лимонад обычный, у тебя, типа, как ты говоришь, это сидр? Горячий яблочный сидр. Что, тебе понравился? Прям вообще классный. А что по ценнику, сколько вышло-то, напомню? 4. Нет, этот 15, 15, да. 15, у меня нет, у меня побольше, у меня где-то 17. В общем, ну что, приятного аппетита нам. Все, приятного Теперь аппетита. накидываемся. В общем, поели в заведении. Я, если честно, очень сильно наелся, Володя тоже. Ты, кстати, ты сказал то, что еле-еле съел, да? Да, прям
Короче, очень вышло все примерно на двоих $50. Это вместе с чаевыми, да? Да, да, с О, чем? $50, ну нормально, типа. В ресторане, сейчас с чаевыми $50 на двоих нормально. Сейчас, в общем, выдвигаемся, дальше едем. Будет, может, что-нибудь интересное. В общем, ехать осталось 1,5 часа по времени, показывает. Примерно где-то около 100 миль осталось. Сейчас едем на каком красивом виде. В общем, тут горы, поле, поля. Володя засыпает. В общем, пока едем, осталось 1,5 часа. Чтобы вы понимали, мы выехали в 3. То есть 10 часов у нас весь путь занял, учитывая, что мы еще останавливались в кафешке там где-то. В общем, жесть. Ребята, напишите свое мнение в комментариях, как вам вообще виды, как вам вот это вот Wild West, как вам Дикая Америка, ну вообще в целом вот эти горы, склоны, всякие озера, леса, ели там, не знаю, кактусы, мужики дикие. Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно почитать. Вот. Мы почти доехали, поэтому скоро будет город-призрак. Надеюсь, там реальных призраков нет. В натуре! Что ты уже жаждешь увидеть город-призрак? Мы уже почти приехали. Самая жара начинается там. Что, какие твои ожидания от Ну, города-призрака? во-первых, что я там замерзну. Я тебе взял джинсовочку, правда, она, я думаю, вряд ли у тебя куртка теплее, чем джинсовочка. Кстати, да, на удивление, она прям теплая. Вот с ней прямо и летать можно. Космонавт. Если мы тут вообще прям по тоненькому льду едем. Ужас Так. вообще. Ну, только без льда. Справа даже нет этого, то есть там капец, там сразу, да, если... Тогда, если мы перевернемся, мы пролетим на валуны и нас раздавит. Ты втираешь мне какую-то дичь. Пару фактов про дорогу. Дорога шикарная. Разрешено, по карте показано, ехать 55 миль в час. Ну, как видите, едем 15 миль. Вроде пока не развалились еще. Если будем 55 ехать, думаю, всю подвеску и бампера оставим сразу же. Да? Шикарная грунтовая дорога. Кто сюда поедет? Ребят, кто сюда поедет, в общем, вот, режим работы с 9 утра до 6 вечера. Это летом. А там что написано? Зимой, кстати, да, зимой и вообще нельзя проехать. Я знаю, то, что здесь завалено просто снегом, зимой вы не проедете сюда просто. В общем, подъезжаем к КПП, сейчас будем оплачивать. Там написано было $8, да, стоит? Да, да. Тут, кстати, ехать больше 15 миль нельзя. Как нам недавно тут офицер сказал, какая-то одна подъезжала. Hi. Hello, welcome to sir. Bodie. How are you? How are you doing? I'm fine, sir. Good. Welcome to Bodie. Welcome to Bodie. Yeah. How many? How much is your two person? It'll be $16. 16. One person, 8. Yeah. 16 for two person. 16 for two people. Okay, sir. Okay. Okay. Now, our two people. Okay, Two perfect. people. All right, let me ring you up. You get your change. Так, ты меня там видно, да, в камере-то? All right, here's your permit, Okay. and here's your map, Okay. Thank you, and sir. then here's your change. It's your map for... okay. It's free, yeah? Yes, sir. Free Okay. map, and there you go. Okay. Thank you so much, Thank you. sir. Have fun. Enjoy your Yeah. time at Bodie. You too. Thank you. Thank you so Thank much. you. Have a good day. В общем, дали нам 2 буклета, они бесплатные. Получается, проезд встал сюда $16.
Отдали мы 21, потому что надо было ему сдачу сдать. $5 дал сдачи. И, соответственно, получается, $8 с одного человека дал чек. Вот. Сразу видим, заранее тут какие-то домики уже стоят, все уже. Настоящие дома начала 20 века. В общем, здесь написано Authorized Vinicius Only. Правильно, да, прочитал? Vinicius? Венкис. Неправильно у меня еще акцент. Короче, произношение, в общем, вот для сотрудников тачки. А это парковка частная. Ну, точнее, не частная, там была частная, а это как бы это общественная. Вот. В общем, вот такая вот тут карта. Это карта города Боди. Мы находимся сейчас вот здесь, получается. Точно? А как ты определил, что мы здесь? Туалет и видишь вот здесь вход. А, ну да, мы вот так, получается, въехали по этой дороге. Да. Смотрите, здесь, получается, располагается и парк-офис, музей Visiting Center. Что-то Чайнатаун есть, это район отдельный у города Боди был. Кстати, один из самых популярных районов считался в те века. А вот тюрьма. Да? Да, вот джейл, да. Ага, джейл. Обязательно снимем тюрьму сегодня. За это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю. Да. Что там еще интересно Это есть? такой у них типа производственный, это угольный дом, все для вот этих железных дорог и так далее. Вот здесь было. Так, сразу предупрежу, ребят, человек знает меня получше английский намного, поэтому если что, он будет что-то переводить, не буду глагольствовать. Так, что еще это интересно? Школы. Schoolhouse, да. Да, это все. Это что такое? Какой-то отель, да? Да. Здесь он будет какой-то французский что ли. Браунхаус, какой-то коричневый дом. Да. В целом, да. Это вот парковая зона, у них такая около туристическая. Здесь Миллер-хаус. Это, я так понимаю, название домов просто? Они Да, как-то- да, каждый домик да. получается под своей фамилией. Да. Церковь, вот методи. Из такого, что да, тут видишь, кому до этого А вот здесь остатки банка остались. Вот. Ага. А так. Что еще здесь такое можем увидеть? Да, снова руины какого-то отеля. Где Вот вот, Firehouse. сам это вот Historic Park, Погоди. это вот, то есть вот, это просто обычно город, что ли? Да. Indian House какой-то Да. есть Да, отдельно. когда Person Spring. Вот наша легенда карты. Это вот места по зависимости от размера. А это то, что раньше находилось, например, как мы видим. Но это тут максимум остатки мы увидим с вами. Ага. Так, что еще? Я думаю, все тут, да? Ну, из такого интересно еще как оно? Кладбище, еще кладбище. Мгм. посетить. На кладбище обязательно, да. Сходим, Да. вам покажем вам захоронение каких-нибудь. Я, Всё-таки кстати, город призрака и без кладбища это не то. Да, да. Ностальгия у тебя по кладбищу, да, в городе призрак побывал. Конечно, я говорю, Призраков настоящих хотя, увидел. да, самое удивительное, что если вот убрать мороз, а была бы жара и немножко пустыня, то очень похоже на долину смерти, когда вот я в прошлый раз был. Я думаю, никто из блогеров не снимал туалета в городе Боди. Поэтому я покажу это из первых. Вот, собственно, просто как выглядят тут туалеты. Но они отреставрированы, если честно, да. Они сделаны в таком стиле. Тут уже все сделано. Вот. Да, все отреставрировано. Все. Трэш, мусорка. Что это рецикл? Это как переводится? Recycle это типа переработка. А, переработка. В общем, такая вот тут заставка. Как думаешь, Володь, она сохранилась с тех времен? Нет. Это точно нет. Welcome to Боди, Калифорния. Минимум 20 лет я бы поставил на эту бумажку. Твои предположения, да? Ну да, надо Ну, достаточно свежее, да, железо, поэтому, скорее всего, это не 1800. Да, они же добывали золото в целом вахтовым методом, но до 60-х годов 20 века. И, ну, примерно вот после этих времен они, когда все это полностью запустело, и начали делать музей. Что тут у нас все указано, смотрите. Ну то, что... вот это точно сохранилось 1879, да? Какие-то года, смотря. Вон, смотрите, ребят, на будущее, кто сюда, если вдруг поедет, имейте в виду, no drone zone, здесь нельзя снимать на дрон. Дроны 19 века не принимают. Dogs welcome on village. Find in social media. Типа, вы можете также нас найти в этом, в Фейсбуке, Инстаграме. Ну, в целом, видите, что здесь в какое-то время жило до 8 тысяч человек.
2000 домами. Это был один из самых больших городов Калифорнии, на самом деле, в конце 19 века. Вот. Тут в целом добывало около 30 компаний, да, горнодобывающих, золото, другие металлы. Было огромное... 200 ресторанов написано, представь, Да. 200, было 200 ресторанов. 60 салунов еще плюсом. Обалдеть. То есть здесь прям... То есть, получается, он с боссом, Да. 7-8 тысяч, получается, Да. человек было, и 2000 структур, это... Да, да, и также у них была улица Красных Фонарей, конечно же, район, и Чайнатаун. Это не могли они не отметить. Классика, да. Да, Live it where you sit it. да. К сожалению, всего 5% от города сохранилось, которое мы видим сейчас и увидим с вами. Но все равно за 1,5 века-то, я думаю, неплохо. Ну да, плюс тут пожар был в начале 30-х годов, Да. поэтому почти очень много сгорело. Мы, может, даже увидим останки, если них сохранили. А что тут за pay here, что-то заплатить? Какая-то почта старая или что? Как думаешь? Это нет, то есть можно, на самом деле и здесь можно заплатить за билет, вот $8. А, да? Да. А что, так можно было, что ли? Ну, вот имейте в виду. А КПП просто так проехал, промчался, никому не заплатил, за тобой там на сигналках, ты такой сюда подходишь, Да. выносишь. Ко мне вопросов нет, ребят. А это что такое? Ну, посмотрим, какие-то пирамиды, билетики. Это билетик, типа. Это они свежие, да? Ну, да, не 19-го, не 20-го. Они бы не сохранились, да? Да. Ребят, в общем, вот, собственно, непосредственно эти сами домики в городе Боди, как они располагаются. Сам город Боди был основан в 1876 году, то есть это сколько получается? Уже больше 100 лет. Больше сколько? 150 практически даже, да? Ну да. Вот. Он находится восточнее города Сан-Франциско, в округе Мона. Мона называется недалеко от штата Невада, то есть прям граничит штат Калифорния и Невада, прям рядом они находятся. Здесь высота достаточно высокая, 2500 метров, поэтому здесь такой достаточно ветроган, не знаю, такой сан-францисковский назовем, восточный ветроган. Сама история города начиналась с 1859 года, когда был человек под именем Боди. Он здесь, значит, нашел место добычи золота и, соответственно, потом пошел, искать в других местах, в других деревнях. Точнее, он хотел дойти до деревни, до соседней, чтобы рассказать это жителям, но он не успел дойти, потому что было очень холодное время, и он просто замерз в зимних бахромах. То есть вот эти были такие, как снежные лавины. Поэтому его нашла его семья, потом обнаружила то, что он погиб, и в честь него назвали этот, соответственно, город-призрак под названием город Боди. Вот. Это все происходило в конце 19 века. Получилось так, что этот город образовался за счет золотой лихорадки в конце 19 века, когда здесь образовалось много шахт золотодобывающих, соответственно, золото. Вот можно обратить внимание, посмотреть даже на вот эти старые постройки. Там вот, походу, либо паровоз, либо поезд, можешь приблизить, показать. Тут место держать около 3 секунд. Так, давай смотреть по картам, что это вообще за домик, что это у нас значит. Давай. Ребят, сразу обозначу то, что в этом городе-призрак, насколько я знаю, здесь нельзя заходить в домики в сами. Здесь потому что все декорировано полностью, все свои вещи оставлены на тех же местах, как они и стояли в те года, то есть в конце 19 века, поэтому здесь нельзя вообще заходить, я так понимаю. Про это нам люди не сказали, которые были на блокпосте, но я это из роликов на YouTube знаю. И из Википедии, там, в общем, было указано, написано, поэтому заходить мы внутрь не будем, более вероятно, мы будем просто со стороны вам снимать, как вообще этот вид выглядит здесь. Домик, конечно, старый, ой, прям такой. Так, Что мы сейчас где находимся? Так, мы, смотри, вот так пошли. Вот мы здесь. Ага. Вот. Мы можем в Чайнатаун сейчас пройти. Да, нам сейчас налево надо. Чайнатаун, я так понимаю, вон в той стороне, да, находится? Да. Сейчас мы по этой Там будем. Чайнатаун у нас. В общем, это Employees Residence, это офис сотрудников. То есть это, просто как этот, что ли? Да, это рабочее место. Ну, это непонятно, только это музейное, либо... написано пост, то есть оно как бы не отреставрировано, как я понял, но там реально сотрудники сидят, которые сейчас работают здесь. Тут, как они, шторы. Вот как вы видите, все, что как было в те века, так и осталось. То есть, вот Точнее, там... остатки того, Да. что было.
колеса, бочка железная. Я слышу, тут даже некоторые из железяк, которые по 200, по 300 килограмм весят, которые даже утащить нельзя. Да, просто они сверхтяжелые. Дерево прям реально старое очень. Смотреть. По башке себе стучи, блядь. Кто там, сейчас Да, скажут. смотри, там что еще. Идем. Так, а что у нас здесь? Ага. Это получается какой-то музей, да? No dogs inside. Нет собак внутри написано. Давай посмотрим, что здесь. Здесь показывают кино о Боди. О, здесь, в общем, да, можно посмотреть кино про Боди. Это их, я так понимаю, кубки, то есть, что они завоевали. Это, наверное, как раз связано с золотой лихорадкой, соответственно. Не, это 4 июля здесь. Лучшие костюмы. Вот, они реставрировали именно 19 век, да? Ага. В общем, тут такой как кинозал получается. Можно посмотреть историю города. And no one left faster than the Batman and Easy Women. By 1883, Bodie's North End was already a ghost town. Вот так этот район, где добывали. То есть, на самом деле, Тут огромный. как раз показана карта золотодобычи, да? Она отмечена, получается, вот это вот, ну, скорее всего, вот это и есть месторождение, да? Да, потому что ведь это на самом деле был огромный город. То есть, где-то 5% от того, что осталось города. Да, ты считай, в пике. В общем, выходим из этого кинозала. Ребят, такая информация, то что к 1880 году в этом городе количество человек достигало 10 тысяч. То есть в этом городе жило там 10 тысяч человек. Сейчас сохранилось только, сколько, 5%, грубо Да, говоря, 5% от зданий, которые были. А здесь огромное количество людей жило все-таки. Много ресторанов, много салонов. Да, да. То есть там было на самом деле больше ресторанов, чем сейчас домов сохранилось в целом. Ну, даже не могу поверить, что какие-то все равно здания, они реально прям вот, там какая-то, я не знаю, как, что там вот это вот. Это и есть, наверное, Чайна-таун, скорее всего. Нет, то, что мы видим, это производственный район с вами. По карте, если смотреть. Это... Да, это опасный район. Вот, вот Так, там и у нас написано идет- опасный район, Dangerous. Dangerous area написано. Офигеть, такое старинное здание. Вот бочка валяется. Капец, они весят, офигеть, просто жесть. Они, кстати, тяжелые вообще. Слушай, они тяжелые, они так внешне выглядят. Стекла. А я всегда думал, что стекла, короче, белые, а они, кажется, там внутри Не, просто закрыто. Вон, как видите, все валяется, все в неизменном виде осталось, то есть и кастрюля, и какие-то тут... Максимально аутентично сохранившиеся объекты. Абсолютно, да, вообще, смотри, шикарно просто там. Там вон эти бревна. Это, я так понимаю, у них туалет? Да. А вот хорошо сохранившийся полицейский автомобиль. Прямо с 19 века к нам приехал. Да, по нему видно, даже с номерами, со свежими. А вот тут направо можем увидеть промышленный район, где добывался уголь, железо, все. Вот там все вредное было, плохое. Там люди добывали, люди страдали. Золотая. Ты что, тоже на туалет? Это туалеты у них такие, да, были, смотри, в 19 веке? Это не похоже не туалет, это похоже на какой-то... Сарай? Да, сарай. Ну да, на сарай больше похоже. Все, идем. Я сзади обойду, посмотрю, что тут сзади. О, обалдеть там. Не знаю, вам видно будет, не видно. Там Влад. капец. Я тут. Идем. Ты что-то говорил, кстати, про национальный парк, я помню. Да, он уже больше 60 лет на самом деле. Как только они очень классно сделали, как только полностью город опустел, вообще тут перестали даже вахты работать, добывать, он сразу превратился в парк национальный. В общем, тут такой вот. Даже лестница, кстати, не сохранилась, но понятно, 19 век. Вот здесь получше, по-моему, видно. Отсвечивает моя тень. Не видно, к сожалению. Эх. Вот, он очень старый. Это вот Чайна-таун, это вот здесь, вот пустырь. Чайна-таун весь сгорел почти, к сожалению. Мы видим, а остальные здесь, если верить карте, здесь, хотя вот этот, нет, вот
Вот, который напротив нас, вот этот Chinese Residence, это действительно китайский, а так почти Так, все. получается, мы сейчас где находимся? Вот здесь, вот здесь. А, мы в самом Чайнатауне сейчас, да, находимся? Ну нет, мы практически вот тут. Мы видим, у нас есть вид на Чайнатаун, который должен был быть, но тут от Чайнатауна остались почти ничего. Ребята, я обязательно прикреплю фотки, как раньше выглядел этот район Чайнатаун, вот в этих именно годах. Найду фотки в интернете, на монтаже вам поставлю. Фотки будут вот здесь. Вот, чтобы вам посмотреть, понаблюдать, как это выглядело раньше, как это выглядит сейчас. В общем, пробежимся по городу-призраку, погуляем. Дорога, кстати, не сохранилась тоже так же вообще, абсолютно. Ну, оно и надо, конечно, знать, 150 лет прошло. Вон там, кстати, смотри, тоже какой-то домик. На курьих ножках я хотел назвать, как на курятник похож. Смотрите, ребят, это, походу, раньше здесь был колодец, не походу, а точно. Я не знаю, можно трогать, нет? Ну не стоит, все-таки. В общем, здесь была по-любому вода, это просто закидали, я думаю, в Завалено, качестве да. декорации. Да, здесь добывали воду, и прям здесь даже есть эта бочка была. Здесь, в общем, добывали воду. Ребят, интересная информация, то что здесь, в этом городе Боди, можно также приобрести сувениры. Не забывайте, кстати, проставлять также лайки и писать комментарии, напоминаю вам посередине видео. А также досмотрите это видео до конца, там будет крутой розыгрыш. Пока не буду говорить, что буду разыгрывать, но обязательно смотрите это видео до конца. Будут очень крутые призы и розыгрыши. В общем, получается, это шахта по добыче угля были. Они, кстати, реально сохранились с тех времен, прям как, ну, я вот смотрю на них, и они как будто свежо выглядят достаточно все равно. Мы их реставрировали, конечно. Да, но несмотря на то, что 1,5 века прошло, удивительно. Вот, соответственно, сам, скорее всего, аппарат, который уголь добывал, тоже поближе сейчас снимем, покажем вам. Смотри, прям реально старое изобретение, прям видно. Конечно. Всякие- Ржавчина, говорится, дает о себе знать. Да, Ой. вечное железо. А вот вагончики какие были тогда. Точнее, то, что от них осталось. В общем, напишите в комментариях, ребят, как вам впечатление про этот город. Хотели бы здесь вообще оказаться. Вон там дорога прям такая, блин, вообще прям, смотри, класс. В общем, ребят, здесь тоже старые останки какие-то. В общем, здесь, в принципе, ничего не сохранилось, но, в общем, все тоже так же в неизменном виде сохраняется. То есть стараются не трогать решетки, все вот эти вот и так далее. В общем, все прям офигеть, да? Железо вообще не умеет, то есть с 1,5 века ему вообще пофигу просто. Он даже здесь не ржавеет. Тоже лестницы нет, этих вырванные, видимо, лестницы были. Либо их не было. Это тоже не редкость в те времена. Дверь покрашена, мне кажется, там, смотри. Это начало 20 века, скорее всего. Обычные дома. Вон тоже, смотри, обгоревший. Да. Кстати, да, важная информация. В каком там, получается? 932 Да, в 1932 году здесь случился огромный пожар в деловом центре. в деловом центре, да. И после этого, так как еще плюс золото закончилось здесь, ну, оно просто закончилось тупо. И поэтому люди отсюда начали массово уезжать, особенно после пожара. В этот же момент убрали железную дорогу, сюда перестали ходить поезда. Да, здесь, представляете, здесь даже ходили поезда по железным дорогам. То есть было прям полноценный инфраструктурный город. Но представьте, город населением 10 тысяч человек. Это реально город, это уже даже не село считается в Америке. 20 века при этом. Да, да. И был огромный пожар, поэтому некоторые постройки, если обратить внимание, прям они прям, ну, такими выглядят подгоревшими. То есть там дерево прям, то есть оно с тех времен так и осталось, его даже не реставрировали. Итак, куда ты нас ведешь, Влад? Да, там, если будет видно на камеру, там можно посмотреть, там прям, наверное, вот с той стороны, там прям столик, прям старый, старый, он прям стоит, прям старинный столик, его прям видно. Да, вот. Обратите внимание. То есть Вот там. столик. Вот, и, к сожалению, не так хорошо видно. Двери закрыты, да? Конечно, конечно. Тут они, мне кажется, все заколотили. чтобы Здесь, мне люди- кажется, знаешь, на что похоже? Какой-то был как двор или Ну да, сарай сарайчик какие-то. есть, может, Тоже, там и- смотри, проволока. То еще, вот, смотри, какая здоровая с тех времен. Да.
В общем, ребят, кто любит сдавать железо, welcome. Только я боюсь, у вас тут посадят лет на 10 потом за это момент. Да, потом вы будете платить там штраф минимум $250 у них написано. Такой небольшой. Тоже смотри на железо встал, тоже железяк везде полно. Что там? Ну, скорее всего, да, здесь кто-то с железом работал. Как раз недалеко. Не забывай. Иногда. Здесь ничего интересного. Ей-богу. Фига там сколько железа валяется, посмотри, вообще просто дофига железа. Просто пройти показать, офигеть сколько железа. Так потому что здесь же постоянно Одно железо. золото добывалось. Очень нужно было снаряжение, они в этом все районе и делали. Смотрите, такие вот трубы здоровые. Смотрите, ребят. О! Можно покачаться. Да. Жесть, сколько железа. Кстати, вот видите, на будке, обратите внимание, написано Fire. То есть это, видимо, здесь какая-то будка специальная, что ли, для этого, Ну, от да, огня. потому что все-таки мы находимся не так уж далеко от пустыни. И в случае чего, чтобы экстренно у сотрудников национального парка была возможность потушить. А чтобы это все не выпиралось, скажем так, современные огнетушители и так далее, они так все стилизовали классно на самом деле. Вот обратите внимание, кстати, мы сейчас идем, вот, спускаемся, мы, получается, сейчас идем с Чайнатауна, мы идем в сторону кладбища. По карте, получается, он называется у нас, как, сейчас посмотрим. То есть мы сейчас идем, получается, с этой стороны, с Чайнатауна, вот с этой, Да. в другую сторону. Вот так, все у нас тут. Мгм. На самом деле, я удивлен, город вообще небольшой. Очень мало Городок сохранилось вообще всё-таки. небольшой абсолютно, да. Вот здесь, если посмотреть, проволока колючая везде протянута. Ну, в общем, да, смотрите, написано danger, опасно. Вот, проход здесь. Информация Ну. доступна. Ну это музей. К сожалению, мы не успели, ребята, извиняйте. Говорится, зато у вас так красивый вид. Радуйтесь. Бэкстейдж. Город-призрак, боди! Вот, Черно-белая картинка. получилось, да. Прикинь, реально вставят. Бэкстейдж со съемок. Вот, мне кажется, это церковь. Подожди, надо посмотреть. Это скулхаус, это школа. Ага, так, покажи. Да, это была школа, которая... И удивительно, что школа сохранилась с тех же времен. С 1876 года. да, потому что с года Несмотря основания. на пожар, они сохранили все-таки. В общем, ребят, это мы опять около здания школы. Здесь проходили, я так понимаю, уроки биологии, труды. В общем, здесь скелет, картина скелета, пианино школьное. Там шляпа даже какая-то, пианино, стульчик старый. Это веревка, напоминает мне почему-то висельницу. А это старая машина, сохранившаяся с тех времен. Написано, что do not climb on. Типа, не залазить, ты говоришь, да? Да, да. Она, видишь, держится на честном слове. Вот это колесо точно старое, сохранившееся, да? Да, С да. тех времен. А вот это вот уже обновленное, новое. Это да, но видишь, тут помоложе она выглядит, лучше сохранилась. Железо как накаляет. Здесь холодно, там прям на солнышке вообще. Напишите в комментариях, хотели бы на такой поездить в машине, если бы она была на ходу. Сотка, да, где-то есть 100 лет? Ну да, да. Вот соседний рядом домик. Что это по карте, что за домик? Sir, excuse me, you map, what is here? This place? It's not written. What? It is not written. Except barn. Do you know barn in English? Oh, yeah, yeah. Yeah. B-R-N. Yeah, yeah. It's like space for utilities, I Okay. guess. Yes, from... And the other one was an hotel. Is hotel? Small, it's very small, but an hotel. Yeah. What? Sir, Russia. Yeah, are you? France. Oh, France? nice. Nice to meet you. Sweet. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet. Я так не понял, что это такое, кстати. Они объяснили? Да, он меня спросил, что это такое. Он типа, что такое барн? Я типа, это сарай. Типа место для всяких... Тут не считая вот этих санок, которые, видать, зимой юзали. Ничего нет. Да, кстати, эти санки, я так понимаю, были для зимы, на них снег перевозили, ну, катались, возможно. Ну, это Старые сани прям. Из-за того, что там куча снега, это, наверное, зимой единственное, что могло ездить. Так, это у нас прямо по курсу, он сказал, салон. Салон, да. Салон? Самый настоящий американский салон. Кстати,
Ребят, забыл упомянуть, удивительное отличие, что на каждом доме здесь есть нумерация. Вот, например, это дом номер 11. Здесь прям вбит, то есть цифры, они прям, я так понимаю, это с тех времен, скорее всего, даже остались. А вот и сам бар. Не знаю, видно ли нет. Пивоварня. Алкогольные напитки. Люди сидели, дрались. Потом ходили перестрелки вот здесь. Они вот здесь, это наш блогер. Вот здесь устраивали. Вот здесь. Как в старых вестернах. А здесь что у нас? А, смотри-ка, здесь похоже вообще на стриптиз-клуб. Там шесть какой-то, смотри. А, нет, это спортклуб. Видишь, тут брусья, это спортивные инструменты. Типа американцы, видишь, тут гантели, вот, для боулинга, чего тут только нет. И бутылка при этом у них там. Не было, знаешь, так, покачаться и пивка. Вот здесь, кстати, это, смотрите, ребят, тоже остались всякие разные железяки, тележки. Это, кстати, мне кажется, в них уголь, скорее всего. Это вагонетки такие, в них уголь привозили. Ой, да, вполне возможно, да. Вот это сразу видно, отреставрирована скамья, она прям слишком идеальная. Даже лакированная, Да, ну, полированная вся. No food or drink in museum. Это музей города Боди. Hello, sir. Hello. How are you? hi. Hey, How are you, good, sir? yeah. Good. How are you doing? I'm Yeah, fine. it's great. I really like this We place. first time is here. It's nice place. Yeah, it's a great monument of 20th century for me. Yeah, it's a very beautiful place. Yeah. I'm glad you're having a good Yeah, time. you're so History, yeah, lucky history. to walk in this place. It's really Thank great. you. We can pay card, yeah? Yes. It's really nice, yeah? Yes, Oh, card here. nice, thank you. Thank you. Ребята, сзади меня располагается исторический музей города Боди. Здесь можно приобрести разные сувениры, футболки, ну, разную одежду, куртки даже, стеклянные аксессуары и так далее. Ребята, я разыграю это все в своем телеграм-канале, поэтому ссылочка в конце ролика будет QR-кодом, а также в описании к этому ролику. Поэтому переходите в мой телеграм-канал, весь розыгрыш будет в моем телеграм-канале. Подписывайтесь. Соответственно, сам музей. Часы работают с 9:30 до 5:37 работают. Вот, кстати, здесь можно задонатить, я так понимаю, денежки положить. Обязательно чем сюда задонатим. В общем, ребят, мы сейчас будем выбирать, что вам будем разыгрывать из тех аксессуаров, которые приобретем. Смотрите, старинные очаги разные. Жалко, что это нельзя купить. Прикинь, железо отправить. Причем они Вилки, на газу. ложки. Это газовые. Да, газ айрон. Да, или нефть, господи. А вот, кстати, противоядие от этого яда змей. Антивеном, да. Антидот для от змей. Ну, точнее, для змей. Poison. Как poison переводится? Поздно яд. Ага. Тут еще мази всякие. Там далее. Вот сейчас прикольно, вот автоматическая мышеловка. Раз и все. Мелкий фласк. Квиксилеру. Володь, переведешь? Был использован в старые дни. Ртуть использовалась в прошлом времена для разделения золота из смеси. Забыл, как называется-то. Это камни, сохранившиеся с тех времен, да, получается? Да, эти камни еще были до этого города, это которые добывали здесь. Володь, на что похоже? На старинную колесницу, да? Это не, ну, это же было, как его, карета. Карета, да. Да. Видишь, это с гробами, это для поминок. Все, идем. Лопаты старинные, скорее всего, имеют более как раз уголь. South LA. Ребята, в общем, как я обещал, в своем телеграм-канале, кто подпишется, перейдет на мой телеграм-канал, я разыграю все вот эти сувениры. Розыгрыш будет проходить только там. Условие обязательно это подписка на мой телеграм-канал с ютуба и нажать кнопку «Участвовать» в скрепленном посте. Вот, смотрите, за первое место, получается, у нас будет вот такая вот книжка. Это Good Times, Bad, хорошее время и плохое. Здесь будет с иллюстрациями описание истории города. Также вот такая вот книжечка. Body States History Park. Это история парка. Кстати, даже с картой, со схемой. Также сувенир. И вот такая вот, не знаю, сумка, боди-сумка, не знаю, отличие. Да, боди сумка. Да. За второе место вот такой вот сувенир на магнитик. И вот такая кепочка. Да, кстати. Здесь также располагается карта боди. Интересно.
мягкая поверхность. И за третье место вот такие вот наклеечки. Вот такая вот, как открытка получается. Здесь это, ну, письмо получается. И такая вот нашивочка. Участвуйте в моем телеграм-канале, подписывайтесь, ссылки все будут в описании. Всем желаю удачи. Так, ваши призы выходят на $102. Это вместе с фиксой. Фиксация $12 составила. То есть получается без фиксы 90. What part of Russia you come from? Siberia. Siberia. Yeah. Cold area. Yeah, we used to blizzards and it's Where you to live, you? Huh? Did you say you're from Siberia area? yeah, West Siberia. Huh? Good. Would you like your receipt? Oh yeah, yeah. Is it your first time to the US or you came before? Yeah, I came before. I came before. Thank you. Thank you a lot. Итак, ребят, сейчас мы направляемся вот в это здание под названием Miller House. Это, видимо, здание, принадлежащее, я так понимаю, какому-то человеку под именем Миллер. Как думаешь, Володь? Ну да. Твое да. твое Тут как бы предположение? само название говорит само за себя. Да, сейчас будем заходить, смотреть. Высокие такие ступеньки. Вот, можно обратить диваны. Кстати, они остались наверняка в тех же состояниях, в которых и были. 19 век. Видно, что пружины упирают. Вот здесь тоже можно посмотреть, убедиться. Столик такой. Столик. Качалочка. А, да, это, слушай, это старинная качалочка. Вот написано nothing do this but change. Ничего, Не достигается нас шансом. да. История город как раз 1179 год. Вот можно обратить внимание, какой выглядел реально город на старой картинке. И каким он стал. Да. Смотри, здесь вот, если обратить внимание, это котел, я так понимаю, старый, скорее всего. Ну, мне так кажется, что здесь... Для отопления. Здесь, да, для отопления, то есть старый-старый котел. А вот тут можно увидеть куча купюр. Возможно, они настоящие. Офигеть. Как думаешь, Володь, настоящий? Сомнительно, но окей. Не знаю. Так сдали не особо понятно. Но не удивлюсь. Так, а в этой части у нас, получается, располагается церковь. Методистская, да. Какая? Методистская. Методистская? Церковь методистов. Что про нее можешь сказать? Рассказать? Ну, одна из протестантских церквей на ответвлений. Да, Methodist Church. Free History Talk. Да, мы уже ее снимали, кстати, я вспомнил. Божье место. Там, скорее всего, открывали, да, в 4 часа? Да. Тут Вот там какой-то, смотри, как пианино. Это орган. Орган? Да, это орган. Мы сейчас находимся вот здесь, получается. Так, Володь, покажи, где мы находимся. Так, мы находимся вот здесь. Вот тут мы вышли. Да, сейчас, получается, мы куда? Мы сейчас как идем, получается, по какому маршруту? Вот так, да, получается? Да, нам налево надо. Вот сюда, получается, мы сейчас вот так идем. Да. Ага, и сюда. Ну все, погнали показывать самое интересное. Это кладбище города-призрак Боди. Может, там увидим какую-нибудь умершую невесту, призраков настоящих. Ну нахер. Друзья, капец, сколько она весит. Я просто подошел к этой штуке. Это тоже для угля, скорее всего. Просто... Я думаю, килограмм 200, 250. Это, видимо, какие-то были цистерны, судя по всему, для угля, тоже для переработки. В общем, ребят, сейчас направляемся на кладбище. Точнее, мы уже здесь. Вот, получается, cemetery. Слово цемент, видимо, судя по всему. Есть такие ворота. Можно, кстати, заплатить $3, cemetery booklets, и взять типа буклетики. Ну что, входим? Прям сохранили для потомков. Да. На самом деле достаточно жуткое место, я бы вам сказал так. Светлая память Сильберхэм. Что там? Вон там, смотри, какая-то огороженная. Там, фига, там достаточно много могил, если так посмотреть, Да. обалдеть. Люди не так уж редко и умирают. Да, 10 тысяч максимальное количество человек было в 1930 году здесь. Так, это у нас две могилы, получается. Написано Джон W. Дичамбеш.
1835-1918. Чел прожил, получается, 83 года. Неплохо так. Живучий. Место, конечно, здесь вообще мега жутко, если честно. Слушай, а тебе не кажется, если 3 могилы, либо это семья, более вероятно, либо они втроем все погибли сразу? Нейтан Кук, сын Кэтрин и Нейтана Грегори. 887-890. 3 года ребенку было. Обалдеть. Как думаешь, от чего погибали? Связано было то, что это время было такое? Да, куча причин. От обычного убийства до пожаров и, там, не знаю, индейцев. Тут уж. Ой. Слушай, а тебе не кажется, это может какой-то просто память кому-то возвели и все? Не, точно нет. Это не то место для памятников обычно. Смотри, огромная какая-то, прям шикарно. Смотри, даже Вот это шикарно смотри. сделано. Там, смотри, на камне что-то указано. Что-то Миллер, по-моему. Да, Миллер. In loving memory. Любовные воспоминания, Миллер. А, это влюбленные. Ани Сафа, Вильям Томас. Это, видимо, Ну, Loving Memory это типа... любовные воспоминания. Ну, это, да, в целом. О, смотри, какая интересная могила, Володь. У нас. Джеймс Б. Перри. Умер в 896-м, 63 года. Ну, это же недостаточно долго прожил. Да, А ну, смотри, как настоящий интересно ирландец. сделано. Смотри, как интересно сделано. Да. Очень интересно сделано. Прям такая гравировка. Вау. Это в те года, получается, так интересно? Да, да. Разрушена чья-то могила. Да, мы уже не знаем, кто там. О, смотри, какая усыпанная. Ну, да, Это в чем это она? Семья Бёрхэмов. Кэтрин Ли, Харлан Ли. Семья, да, целая? Да, да. Я так понимаю, это отец? Да нет. Соломон и Бруком. Да, Не, семья нет, Бруком. что-то 49. А этим получается сколько? 20 лет. А этому 17 плюс 14, 31 год. Слушай, рано достаточно. Да, это молодые. 20 лет всего. Да. 883, 914. 31 год. В основном все однотипно, кстати, сделаны так, из дерева. Это не, мне кажется, дерево даже более позднее. Это чтобы в целом могилу как-то отметить. Но неизвестно, кто здесь находится. Это точно мы не знаем уже. Да, пока что из живых только здесь мы вдвоем. Да. Идем искать остальных. Потомков. Сейчас прикинь, тут какой-то злой дух вылезет, такой у-у-у. Да, да. Вы что, ебанутые, что ли? Как там? Какой там год? Я не вижу. Солнце. 1891. 26 апреля. Золотую эпоху этого города почти. Да. Блин, капец, конечно, страшно, когда такие могилки вообще прям. О, смотри. Подряд 6 могил, обалдеть. Это, мне кажется, какая-то огромная семья, более вероятно. Да. Скорее всего. Смотри. Скановина. Огромное просто заселение семьи. Захоронение, точнее, не заселение, да. Что-то так интересно, конечно. ребят. 1891, 1918. Не считая этих двух, никто там больше 30 не прожил. Да. Как думаешь, с чем это связано? Ну, нет, скажем так, не от естественных причин, скорее всего. Да, 30 лет. Либо слушай. болезни, либо убийство, либо случайная катастрофа. Ребят, в общем, ситуация следующая. Мы хотели попасть на закрытую железную станцию, которая была разобрана как раз вот как по истории ближе уже к середине 20-х веков, то есть там в 1900 каком-то, получается, 30-й, не знаю, 1930, да, когда вот уже все люди уезжали. К сожалению, мы не смогли туда попасть, потому что там закрыта территория, перекрыта полностью. Я так понимаю, туда, скорее всего, можно вместе с гидом зайти, да, как скорее вариант. всего. Вот, так как мы приехали поздно, мы приехали сюда где-то в 2 часа дня, то есть у нас было время 4 часа, и поэтому мы успели только вот снять все, что вот успели, так скажем. Могилки вам показали. Вот. Но меня, если честно, очень впечатлило это место. Как тебе, кстати, Володь? Да, интересный на самом деле город, призрак. Очень красиво. Стоит ехать от Лос-Анджелеса? Вот мы ехали 400 миль, вот мы ехали 7 часов. Ну, грубо говоря, еще плюс мы там ели. В общем, 10 часов у нас весь проезд занял. Да. Стоит. Хотя на самом деле в идеале бы, вот, знаешь, на несколько дней, там, чтобы еще в Йосемите тоже недалеко. Вот Йосемити, Боди, прям вот все вот эти места, горы. Вот прям как устроить себе как отпуск. Тут было вообще круто. Да, на самом деле, ребят, здесь рядом находится национальный парк Йосемити. Картиночки будут вот здесь вот. Это огромный национальный парк, который расположен примерно в 45-50 милях от
города-призрака Боди. Туда можно приехать и насладиться. Там, если не ошибаюсь, самые высокие деревья. Там уже... Это живописное место. Да, там очень красиво. Полистайте, погуглите картинки, фотографии, парк Йосемити. Можете по-русски забить, и вам спокойно в поиске выдаст. История города Боди. Напоследок вам решил снять вот эти вот огромные запчасти, которые были ранее. Колесница огромнейшая, просто она, посмотрите, какая она огромная. Обалдеть. Там трубы, поезд и шахты, где добывали золото. Ну что, ребят, это был полный обзор города-призрак под названием Боди. Как вам вообще впечатление? Пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Также не забывайте про условия розыгрыша у меня в описании. Вот. Переходите в описание, читайте, все подробные условия там. Ребята, моя личная оценка этого города 8 из 10, Владимир 7 из 10. Мы показали вам и церковь, и кладбище, и различные колесницы, и сувенирные лавки. А также показали вам, как эти дома сохранились с тех времен. Поэтому, ребята, я всех искренне обнимаю, всех целую, обнял. С вами Of Course.